Друзья, всем привет! Абсолютно спонтанное видео. Дети растут, их вкусы и интересы меняются, хочется другой обстановки и так далее. И вот, к примеру, моя дочка очень сильно, когда была совсем маленькая, любила наклейки. Эти наклейки, мы покупали кучу журнальчиков с наклейками, и они клеились реально везде. Пришло время их отодрать. И сегодня я расскажу, как это можно сделать, не повредив мебель. Поехали! На самом деле съемку я начал уже где-то с середины процесса, но что хочу сказать. Вот, допустим, весь этот комод был полностью заклеен наклейками, и, как видите, спустя примерно 1,5 часа работы он чистенький и как новый. А чем это, в принципе, делается, я вам сейчас покажу и расскажу. Основная сложность снятия этих наклеек с мебели заключается в том, что они просто, как видите, прикипели намертво, и, их фактически-то толком ногтем даже не отодрать. Поэтому, чтобы их снять, в первую очередь надо воспользоваться феном. То есть мы берем фен, включаем его на горячий режим обдува и начинаем нагревать эти наклеечки. Тогда клей под ними размягчается, и отодрать их будет легче. И одновременно с тем, когда мы их греем феном, очень удобно воспользоваться пластиковой банковской картой. То есть вы берете карту и начинаете их потиху вот так вот снимать. Они иногда даже целиком вот так отщелкиваются. Так-то они не отщелкиваются, а когда теплые нагретые одновременно с феном, то все это дело карточкой делать достаточно удобно. Карточка хотя бы не заканчивается, вот в отличие от ногтей. Ногти жалко, а картой это делать достаточно несложно. После того, как мы поотдирали энное количество наклеек, как мы видим, на шкафу, к примеру, вот на мебели остается клей. Клея от наклеек остается много, и его надо как-то смыть. Опять же, царапать его смысла нет, он так сниматься не будет. Просто тереть его тряпкой тоже очень сложно, смысла нет. К примеру, я вам покажу. Вот были наклейки, точнее, они еще есть. Вот я уже поснимал, как видите, все осталось в клею. И вот здесь уже помыто, клея нет. Значит, смотрите, чем мы его будем смывать. Использовать какие-то растворители или что-нибудь в этом роде мы просто попортим мебель. То есть весь лак то ли поцарапается, то ли сойдет, то ли останется пятнами. Я так уже делал, поверьте, делать так не надо, вы просто испортите мебель. А клей отлично оттирается обычным подсолнечным маслом. Честно, сам подсмотрел данный лайфхак в интернете, даже не думал, что это реально, но это факт, это работает. Наносим немного подсолнечного масла, допустим, на ватный тампон и начинаем его активно растирать по клею. По именно тем местам, где у нас есть клей. Активно трем и протираем, чтобы этот клей пропитался подсолнечным маслом. И опять же, клей будет сразу, кстати, собираться немного на спонжике. Мы 5 минут активно поработали спонжиком с маслом подсолнечным. И мы видим здесь уже просто, жирное пятно. Теперь это жирное пятно мы просто берем и смываем, допустим, тряпкой и средством для мытья окон. И вот по факту результат. В этом месте, где мы только что мыли, не осталось ни клея, ни жирного пятна. И ничего не поцарапано, структура мебели не нарушена. В общем, все работает. Реально берите на заметку. Таким вот образом я полностью ободрал этот вот комод. И сейчас полностью до конца обдеру вот этот вот шкафчик. После этого будет у нас в комнате в детской красота. Промучившись примерно 4 часа с этим шкафом и с тумбочкой, на выходе мы получаем вот такой вот результат. Чистая красивая тумбочка без наклеек, чистый красивый шкаф тоже без наклеек. И обратите внимание, никаких следов клея не осталось.
Поэтому подсолнечное масло реально работает. Честно, не знаю почему. Если вы шарите в химии и так далее, может, расскажите в комментариях и пишите, почему так происходит. Почему обычное подсолнечное масло отлично растворяет вот на мебели из ДСП клей от наклеек. Причем, если там каким-то растворителем все это дело пытаться мыть, я, кстати, пробовал, то остаются, конечно же, пятна. Отсюда снимается лак, все это дело становится матовым, мебель портится. А подсолнечным маслом, как видите, результат отличный. То есть, еще раз, греем феном, отдираем, подсолнечным маслом смываем клей, а потом смываем подсолнечное масло обычным средством для мытья стекол. На выходе все получается очень даже круто. Попробуем провернуть еще этот трюк на дверях из массива сосны. Это обычные двери конкретно из дерева, из массива, то есть это уже не шпон, не пластик, ничего, натуральное дерево. Попробуем сделать здесь то же самое, посмотрим, что получится. Ну что, тема полностью рабочая. По деревянным дверям из массива все точно так же легко снялось и не осталось в принципе никаких ни пятен, ничего. Единственное, что хочу сказать, с дерева, с массива клей нормально снимается даже обычным средством для мытья стекол. Мне кажется, сильно масло втирать в дверь не нужно. Допустим, моя вот деревянная дверь, она покрыта лаком, конечно же, и лак препятствует впитыванию данного масла. Если у вас нет хорошего лакового слоя, тогда, конечно же, дерево может впитать в себя подсолнечное масло и останутся жирные пятна. Но у меня, слава богу, нигде ничего не осталось. Все четко, все красиво. Так что вот вам годный лайфхак. Как говорится, было и вот как стало. Все вполне это можно убрать и будет чистенько и красиво. Так что, кому было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание. А мы продолжаем. Всем пока!